Всем привет! В этом видео расскажу об обновлении Prelude of War на корейских серверах основной версии Lineage 2. Прежде всего надо сказать, что в обновлении был серьезно переработан контент до 85 уровня. Полностью удалена система развития Балтуса. Все новые персонажи появляются в Глудио, где им предлагается новая цепочка квестов, по которой можно получить 85 уровень и постоянную экипировку Полины. Серия квестов представляет из себя поручение Тарти, которое нам знакомо по системе Балтуса, и некоторую комбинацию квестов по профессии расы Артей. Вместе с изменением развития до 85 уровня были удалены из игры все умения первой, второй и третьей профессии. То есть все перерожденные и неперерожденные персонажи могут изучить только умения четвертой профессии. Для примера, перед обновлением я сделал 85-го Камаэля Инквизитора и прошел перерождение, но ни одно из умений не переучивал, в том числе мастерское чтение заклинаний. После обновления все старые скиллы исчезли, и остался выбор выучить только перерожденные умения. То же самое произошло с умениями храмовника Шилен, который перерожден не был. Здесь надо заметить, что камни жизни со старыми скиллами остались на своем месте, и как минимум ментал все еще можно бафнуть. Причем он бафается даже если использовать нон-таргет умения. Наконец, разработчики отказались от системы штрафов и пассивного умения, позволяющего носить экипировку определенного грейда. Другими словами, теперь можно одеть R110 броню даже на первом уровне без каких-либо штрафов. При этом сама по себе экипировка грейд сохранила, но скорее всего в ключе различных улучшений и модификаций. Вдобавок тоглы рун или сил классов и тогл дуала стали пассивными скиллами. В обновлении преддверия войны была существенно обновлена система макросов. Появилось новое окно автоматических действий, где в верхней части можно включить некоторые расходники, в основном это розы и предметы на опыт. Такие предметы можно определить по значкам в описании, а в нижней части можно добавить любой из макросов, который будет использоваться автоматически с next-таргетом ближней или дальней дистанции. Тут надо сказать, что автомакросы работают только в боевой зоне, но включить их можно и в мирной. Правда, после телепорта макросы действий автоматически отключаются. Из любопытных деталей можно отметить возможность включить автоматический подбор предметов только в том случае, если включены автомакросы действий. Выбор цели переключается только по монстрам в зоне видимости персонажа. Например, за деревьями или другими препятствиями макрос не сработает. И, наконец, переключение цели происходит только после смерти текущей цели. Разработчики также добавили возможность использования некоторых умений в автоматическом режиме по аналогии с макросами. У каждого класса набор умений свой. Как правило, это селф-бафы, и все умения, которые можно зациклить, имеют такое же обозначение, как и предметы. Эти скиллы можно вынести на панель быстрого доступа, и после того, как персонаж выходит из мирной зоны, они автоматически начинают использоваться. Все бафы в этом случае будут ребафаться, как только пропадет эффект. То же самое касается и маснобла. Например, если персонаж окажется в боевой зоне, он автоматически ребафнет всем маснобл. Еще одним интересным изменением интерфейса стала небольшая детализация окна смерти персонажа. Теперь после смерти можно выбрать не только доступные способы воскрешения, но и посмотреть последние 30 ударов или умений, включая смертельное, и предметы, которые потерял персонаж. Кроме того, разработчики добавили для владельцев замков новое действие, которое при бездействии персонажа меняет его анимацию ожидания. Клан-лидер садится на трон, а члены клана демонстрируют герб клана. Его можно включить или отключить. Вместе с этим появилось новое действие контратака.
Оно автоматически срабатывает, когда персонажа атакует другой игрок, и при нажатии на всплывающую иконку выбирает атакующую или атакуемую цель. Действие контратаки работает только в случае, если цель можно выбрать и она находится в зоне видимости. В обновлении «Преддверие войны» разработчики усилили ряд локаций. Школа полномочий и долина ящеров превратились в локации 100 и выше уровней. В обе локации можно попасть по-прежнему из Орина. Я попробую продемонстрировать охоту в школе полномочий на примере этого титана с копьем, так как у мобов в этой зоне уязвимость к копью. Здесь надо сказать, что сложно сделать более-менее похожую экипировку на ту, что есть в регионах. Тем не менее, я старался подобрать персонажа именно таким образом и выучил умение только до 101 уровня. В качестве компенсации за невозможность использовать пророчество могущества и незаточенные умения, Титан будет 104 уровня с талисманом позолоченного дерева и поясом полномочия правителей. Попробую сначала один парик в этом загоне. Здесь видно, что не хватает урона и немного защиты. Возможно, с хилером, в качестве которого у меня выступает танзанит, здесь можно комфортно качаться. Проверим теперь парики на пригорке. Возможно, из-за другого типа мобов, но здесь значительно проще. Здесь удобно агрить мобов в одной точке в углу, и у меня получилось практически добить парик до того, как он зареспавнится по новой. Давайте проверим, можно ли сагрить несколько париков. Видно, что полноценно две группы мобов собрать не получится в угол. Надо сказать, что в школе полномочий, так же как и до обновления, разбросаны мобы-одиночки, которых убить значительно сложнее, а некоторые из них белого цвета даже на 105 уровне. Теперь попробуем на Страже Теней при похожих условиях уничтожить несколько мобов в локации Долины Ящеров. Тут у всех монстров уязвимость к лукам, но с защитой от леталов. Здесь, по всей видимости, проблем у лучников не будет, особенно при хорошем бафе и хоть каком-то минимальном саппорте.
Обратите внимание, что все еще можно получить баф лягушки. Следующие обновленные локации — это остров аллигаторов и каньон Таннер. Теперь это зона охоты для игроков 106 и выше уровней. Здесь я должен остановиться и рассказать о некоторых особенностях этих двух зон. На острове аллигаторов и в каньоне Таннер существует два типа мобов, один из которых — это предводители или полководцы небольшой группы монстров, после убийства которых персонаж получает баф «Мастерство всех умений». Он уменьшает время перезарядки физических и магических умений на 10% на 3 минуты. Второй тип мобов – это элитные мобы, после убийства которых выпадает 3 сундука с припасами по 300 тысяч адены. И с небольшим шансом из таких сундуков элитных монстров можно получить обычную броню R99 ранга. Из любопытных особенностей можно отметить, что элитные монстры видят под ШД. В каньоне Таннер их 10 штук, а на острове аллигаторов около 12. При этом полководцев в 2 раза больше, а время респавна элитных мобов составляет 2 часа, в то время как полководцев 5 минут. Показывать подробно фарм этой локации я не буду, так как даже для более-менее заряженного даггерщика 105 уровня мобы поддаются с трудом. В обновлении существенно была переработана система проклятого оружия. Однако на протяжении месяца разработчики постоянно правили эту систему. Поэтому я расскажу об общих моментах, которые, надеюсь, не поменяются после ближайшей профилактики. Итак, прежде всего у проклятого оружия появилась периодичность появления их в игровом мире. Каждый понедельник, вторник, среду и четверг с 18:00 и почти до 12 ночи игрокам может выпасть проклятое оружие при убийстве другого игрока выше 95 уровня или монстров. Подобрав Акамонах или Зарич, персонаж переходит в трансформацию с положительными эффектами. Подробные бонусы и информацию в целом можно посмотреть в статье на L2 Central, ссылку оставлю под видео. Отдельное спасибо Мистлайту за перевод. В трансформации игрок может использовать умение своего класса, то есть если снять проклятое оружие, то персонаж не теряет проклятую трансформацию. У проклятого оружия существует 5 стадий, в зависимости от которых владелец может получить награду по завершении периода. Для увеличения уровня оружия необходимо накапливать очки убийства. При убийстве, например, другого проклятого меча можно получить 1000 очков убийства. Для получения награды необходимо продержать проклятое оружие до конца периода и защитить сундук своего типа оружия, который расположен на кладбище очищения недалеко от телепорта в море спор. Если сундук будет уничтожен, то через некоторое время он опять респавнится, а владелец сразу же теряет оружие, и оно повторно может появиться в игре в течение периода появления. Когда владелец проклятого меча убивает другого игрока, то на такого игрока накладывается 2 бафа – темница души и шрам души. Это клетка на 2 с небольшим минуты, по истечении времени персонаж отправляется в ближайший город. Кроме всего прочего, я хочу здесь отметить, что теперь владелец оружия может находиться в пати, свободно разговаривать с NPC и использовать телепорты. Однако, если персонаж никого не убил в течение 2 часов, то он теряет меч. Наконец, если владелец проклятого меча находится в мирной зоне более 10 минут или более 30 минут находится вне игры, состояние парализации или неуязвимости сундуков будет снято, их можно будет уничтожить. В противном случае парализация пропадает только за полчаса до конца периода. Последнее новшество, которое разработчики отметили даже на промо-странице. В системе татуировок появилась возможность получить новые пассивные умения. В целом, сам процесс и эффекты татуировок не изменились, но добавилась дополнительная возможность заряжать эти самые пассивные скиллы с помощью специального чернильного порошка, который можно купить у боголейщика в диалоге о покупке красок. Пассивные скиллы появляются только тогда, когда татуировки заряжены порошком, и если эта татуировка нанесена. Первое умение — это бонус к ХП, мани и СП.
вторая на защиту и третья на атаку. Со временем татуировки выцветают, и умение по новой приходится заряжать порошком. Это, пожалуй, все. Для того, чтобы узнавать больше или быстрее, заглядывайте в Discord или на сайт 4r4m.com. Если вам есть что сказать или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях. Отдельно хочу поблагодарить подписчиков на Патреоне и зрителей, поддерживающих проект на стримах. Это видео вышло благодаря им. В качестве бонуса всем, кто досмотрел это видео до конца, расскажу кратко об ивенте с новой локацией для основной версии – Остров Ветров, которая в точности повторяет локацию на классических серверах. По ежедневному квесту в Адане необходимо убить 200 мобов в ивентовой зоне, куда можно попасть только при помощи NPC. Сделать квест быстро не получится, так как максимальное количество урона, которое можно нанести по мобам, составляет 2000. Наконец, по завершении квеста, если выбрать опцию получения опыта, то на 105 уровне получилось около 2,5%. Еще раз всем спасибо.